Друзья, всем привет! Меня зовут Елена, и вы на канале о вышивке. В этом видео я расскажу вам о том, что я вышиваю, что у меня новенького, о том, как прошла встреча с вышивальщицами в Москве. Все это смотрите в этом видео. Я показываю вам свой сэмплер от Amy Can. Он у меня не закончен, осталось совсем немного. Вот видите, такие мелкие детали, он симметричный, мелкие детали на правой стороне. В остальном он уже закончен, и уже можно увидеть, что он будет очень красивый. Мне он очень нравится. Я выполняю его на 40-м каунте в одну нить шелковыми нитями. Активно я пользуюсь вот этими магнитиками, которые мне подарила Дана. Деревянные магнитики, которые очень хорошо держат иголку. Очень рекомендую. Конечно, эстетически очень приятные, тактильно очень приятные, качественные аксессуары, и вот я теперь пользуюсь только ими. Так, вы видите у меня здесь оформленную мою работу, она у меня была в светлой рамке, это Mill Hill Spring Tree называется, весеннее дерево. Она у меня была в белой рамке, но потом я переставила ее в темную рамку, и, конечно, на мой взгляд, она в темной смотрится гораздо лучше и интересней. Здесь я вам как-то рассказывала, что мне не нравятся вот эти отверстия, да, на перфорированной бумаге. Мне однажды в комментариях посоветовали этот весь фон просто зашить ниточкой, да, и тогда отверстий будет не видно. И вот я экспериментировала, я зашила, видите, все в цвет перфорированной бумаги. Конечно, вот здесь вот фон не зашит, то есть надо еще тоже зашить, и тогда вышивка получится абсолютно более цельная, и мне нравится будет еще больше. Конечно, вышивка стала не такой объемной, но в целом общее восприятие оно осталось прежним. Те, кто следит за мной в Инстаграме, уже знают, что я была в Москве. Это была по большей части рабочая поездка, и когда я ее планировала, я увидела, на самом деле по счастливой случайности, увидела, что планируется встреча вышивальщиц, которую организовывает Ксения, мадам Нидл. У нее есть свой магазинчик. Она живет в Америке и, соответственно, продает все вот эти шикарные материалы, нити ручного окрашивания, льны, какие-то эксклюзивные моменты, которые можно купить только там. У нас в России они встречаются редко достаточно, или их быстро разбирают. Очень редко кто возит так вот на склад, да, и продает. А там можно всегда в любой момент заказать все, что вам нужно. К тому же приятный бонус о том, что Ксения говорит на русском языке, соответственно, это все очень удобно для наших российских вышивальщиц. Так вот, она организовывала встречу вышивальщиц, и я на нее попала. Так вот, мне нужно было взять дорожный процесс. Я взяла вот такую схемку от Heartstring Samplery. Дизайн на тему кофе. Уже я один дизайн на тему кофе от этого производителя вышивала. И по счастливой случайности оказалось, что весь ключ абсолютно совпадает вот с этой схемой. Поэтому все эти ниточки у меня были остатки, все это просто очень легко комплектовалось. И я, естественно, запланировала ее взять, немножечко затонировала ткань. И сейчас я ее сниму, наверное, с пялец и вам покажу. Вот что у меня вышилось в дороге. Это 40-й каунт. В одну ниточку я вышивала ниточками ручного окрашивания. Тут кое-что взяла, думала, может быть, что-то заменю из своих запасов. Но основная вся палитра идет из кофе-квакера, о котором вы уже слышали. Я вам его показывала в своих видео. Также, что я придумала сделать с этой схемкой, это будет моя виртуальная кофейня. Мне эту схему подарила Дана, моя вышивальная подружка. Она живет на другой стороне нашей страны, в другой стороне нашей страны, достаточно далеко, за много-много километров. Я подумала о том, что неизвестно, встретимся мы однажды вживую или нет, но так как есть эта вышивка, я же могу все это осуществить виртуально, это будет моя виртуальная кофейня, я здесь сделаю наши инициалы, кофе, и вот мы таким образом в этой вышивке все-таки встретимся. Ну, дай бог повезет, и в реальности тоже это все произойдет. Ну, кстати, не исключено, никаких ограничений на самом деле, препятствий к этому нету. Так, еще я думала, что я в дороге буду вышивать вот такой дизайн. Это Т-гувернер
плиточки. Я вот чуть-чуть начала, но в итоге так я ничего и не повышивала. Так что об этом дизайне, наверное, рассказывать особо не буду, потому что, ну что тут, ничего особо не вышито, пока нет никаких впечатлений. Все вы, конечно, помните о том, что я приобрела вот такой дизайн, и у него в наборе была... Так, сейчас мы вот так поставим. И у него в наборе была красная основа. Вот смотрите, я повышивала. Я начала вышивать, очень уж мне хотелось это попробовать. Это 28-й каунт. И я начала вышивать в 2 нити. Потом, я думаю, как-то немножко странно, хватит ниток, не хватит. Заглянула в схему, оказывается, этот дизайн вышивается в 1 нить. Потом я снова думала, думаю, нет, буду шить на красной в 2 нити, потому что ну, совсем будет светить, да, потому что основа достаточно яркая. Все это было параллельно с ситуацией, когда я попросила девушек из... У них есть группа ВКонтакте, магазинчик Sunflowers House или Sunflowers Primitives. Я оставлю ссылочку на их магазинчик. Они там делают вручную прекраснейшие рамки для примитивов, которые можно использовать не обязательно для примитивов. Это и шкатулки шикарные деревянные, ручная работа. Потрясающее качество, я видела их вживую на формуле рукоделия, то есть очень рекомендую посмотреть нашего российского производителя, скажем так. И вот я им написала, это, кстати, уже 2-й случай, когда я заказываю у них ткань на заказ. Первый раз я заказывала для сэмплера Inspiration, но она мне немножечко не подошла, она мне показалась немножко такой... слишком состаренной, да, мне хотелось все-таки цвет посвежее, и я вышла на другой ткани. Но там у меня пойдет на сэмплер. И, в общем, я заказала вот такую шикарную ткань. Мне покрасили девочки. Наталья Бережнова этим занимается. Эта ткань, ну, вы видите, она прекрасного такого терракотового, немножко оранжевого оттенка. Вот. Это 32-й каунт Belfast, кусочек 100 на 70 сантиметров. И вот я начала вышивать даму в 1 нить. Здесь у меня все сошлось, мне нравится цвет, мне нравится, как все получается, и мне нравится то, что мне хватит ниток, потому что я буду вышивать в 1 нить. На красном, если все-таки я не нашла бы вот это решение, и девочки не согласились мне покрасить ткань, то я бы, наверное, вышивала на красном в 2 нити. Но, в принципе, вы сами видите, достаточно неплохо. То есть, в принципе, можно, так как это нитки DMC в наборах от Tei, я бы просто сделала подбор, да, и вышила ее. Она у меня была бы такая яркая, красивая, тоже очень красиво смотрится на красной основе. Здесь же она получается очень такая винтажная, примитивная. И я видела этот отшив. Елизавета, девушка, вышила отшив на такой терракотовой ткани, которая идет в наборах старых. И она такая, конечно, такая припыленная, такой старый, состаренный абсолютно гобелен получается, красиво. Но огромная, конечно, работа, поэтому я решила все-таки ее начать, потому что точно буду вышивать ее в несколько заходов. За один заход вот так взять и вышить такую гигантскую работу, которая у меня вот этот размер будет 60 на 90 сантиметров. На 28-м каунте она выходит еще больше. Буду вышивать в несколько заходов, ну, несколько сложно сказать, во много заходов, потому что работа глобальная, большая, я буду с удовольствием ее над ней работать. Вот тоже, видите, я активно пользуюсь этим магнитиком из дерева, из фанерки. Он тут вырезан, ручная работа, бисер, гранатик. Шикарные, шикарные аксессуары. Очень благодарна за такой подарок. Итак, про даму я закончила. Скажу сейчас немножечко о своих планах на вышивку. Наверное, начинать что-то новое я буду вряд ли. Я возьму курс на заканчивание того, что я поначинала. Вы видели, что я поначинала много, как всегда. Вот, и сейчас я буду заканчивать Эми Кен, свою королеву, вот эту вот небольшую вышивку и другие работы. То есть никаких новых стартов у меня не предвидится. Теперь немножечко покажу о свои приобретения, подарки. На встрече
Мне подарила схемку, вот такую схемку Анна Сухарева. У нее есть группа ВКонтакте «Вышивка крестом примитивы». Также у них есть интернет-магазинчик alltraven.ru. По-моему, так он называется, если не ошибаюсь. Ссылочки все будут в описании под видео. Она мне подарила вот такую схемку на память о нашей встрече. Ксения подарила вот такие пины. Это Just Another Button Company. Такие новогодние. И две шикарные ткани, посмотрите. Шикарная красная ткань. Это это ткань от Стефани, 28 каунт. Да, все правильно. Такой отрез. И также вот такая ткань. Она здесь, конечно, какая-то более желтая. Ну, такая желтоватая, такой золотистый оттенок, состаренная на сэмплере. Гигантский отрез, тоже такой 69 на 90, по-моему, он идет. 67 на 90. Большой отрез на различные примитивы, на все времена. Я уже показывала в своем инстаграм вот эту шикарную игольницу. Я вышила по схеме вербена ниточкой шелковой ручного окрашивания с такими переходами. И сделала кантик из вот этой из шелкового шнурка из двух цветов. И оформилась вот такая игольница. Она, конечно, получилась не особо глубокая, потому что я все-таки не мастер вот этих мелких прикладных вещиц. Они у меня как-то сложно идут. Я всегда оттягиваю момент для того, чтобы их собрать в итоговое изделие. Вот что получилось. Также я начала делать коробочку. Коробочка на самом деле заготовка обычно из картона. Тут у меня всякие мои ниточки. Я вышивала сэмплер «Русские мотивы» от All Forest Embroidery. У меня был наборчик. И в какой-то момент, когда я была в Новосибирске в командировке, что-то мы туда ездили, не помню, я там вышивала в отеле этот сэмплер, и я поняла, что вообще он мне как-то никуда не подходит, зачем я его вышиваю. Я взяла только одну вышивку и пожалела об этом. В итоге я подумала, ну а что, я просто разберу его на элементы, там я вышила несколько элементов, и из них соберу какие-то интересные прикладные вещи, почему нет. Вот у меня была такая картонная коробочка, я на картонку натянула, ну как пинкипчик собирается, эту вышивку, и теперь мне нужно сейчас будет оформить каким-нибудь шнурком, ну вот к примеру просто показываю, да, даже вот этот цвет, кстати, сюда отлично подойдет, каким-нибудь шнурок сюда приклеить, и получится такое интересное изделие, почему нет. Рукодельная коробочка, которой я пользуюсь, она будет еще более красивой и красиво стоять на какой-нибудь моей полочке. Также на память о поездке у меня останется вот этот прекрасный маленький наборчик Mill Hill. Это Jeweled Pumpkin, тыковка красивая. И, конечно же, я не забуду эту поездку благодаря тому, что в период моего пребывания в Москве я встречалась с Юлией Шнитко. Мы ходили с ней в театр, она выбрала потрясающий спектакль, очень интересный. Мы очень хорошо провели время, мы погуляли по Москве, поболтали. Ну и вообще, в принципе, это все мероприятие, конечно, оно останется в моей памяти надолго. Также большое спасибо девчонкам, которые перед тем, как произошла наша встреча со всеми вышивальщицами, они встретились со мной, мы покатались по Москве на этих электросамокатах. Это было очень классно, незабываемые впечатления. Посмотрели огромное количество красивых мест. Вообще в Москве в этот период была шикарная погода, очень тепло, осень. И вот мы проехались по центру, а там, конечно же, очень красиво и вся эта атмосфера осенняя. Поболтали, выпили кофе, классно провели время. Так что спасибо всем, кто со мной встретился, спасибо всем организаторам за встречу, все прошло очень хорошо, интересно, и спасибо девочкам, которые на встречу принесли огромное количество своих работ, и это было просто, конечно, незабываемо. Хочу сказать, что все вертикальные видео, которые я сняла, они у меня сохранены в Инстаграме в сторис, в актуальной папке под названием «Встречи», поэтому проходите туда, смотрите. Здесь информация, здесь видео мое будет содержать только мои горизонтальные съемки, то есть невозможно, к сожалению, снимать вертикально и горизонтально на встречу, поэтому
Горизонтальные видео ушли в YouTube, вертикальные пошли в сторис в Инстаграме. Подписывайтесь, смотрите. Ну а на этом я буду прощаться, и смотрите следом как раз видео с моих встреч в Москве. Всем пока-пока, хорошего настроения, вдохновения вам на вышивку. Видео. Ой, я не готова. Наши самокаты катаемся. Вот это прям как будто винтажная, она такая матовая. У нее даже это, как ее... Она вот матовая. Да, слушай, она прям вообще такая необычная. А если ты сделаешь в своем стиле, это будет вообще... Можно, знаешь, на зеленом льне. А на зеленом... Но мне кажется, зеленый будет, знаешь, Девчонки, кто пришел? вниз, бежевая, сверху. Девчонки, кто пришел, пожалуйста, выберите себе какой-то сюрпризик Mill Hill. Это от меня подарочек. Вот это мы думали, что достанется Роману, видимо. Вы его отложите тогда. Вот, и мы тогда отложим. Он придет уже по факту. Вот, а каждый себе... А то, может, он может еще тыковку выбить. Сейчас мы посмотрим. Сделаем несколько. Это моя схема, я разработала схему, да. Я буду продавать на формуле. Просто это еще начало, да, я в формуле я сделаю наборы и схемы. Шикарно. Это осенний сэмпл. Здесь еще чуть-чуть не осталось доделать. И хотела посоветоваться как раз. Вот вертикально делать, горизонтально. Мне тоже нравится горизонтально. И вот это тоже мой сэмплер, тоже будет продаваться на формуле. Короче, начала я делать схему. И вся фишка в том, что есть объемная вышивка. И без заморских ниток. Да, это все из нашей Бисер весь наш. Ну да, вот так гораздо. горизонтально. Обычно так и делают. Ну вот я видела и так делают, но мне кажется, даже Знаешь, мне кажется, как художественно, две ниточки используют. Ой, здесь и так, знаешь, сколько сложно, здесь. это не каждый может. Смотри, здесь сколько этих тоже мультиколора. Я думаю, ну куда уже здесь? Пусть будет гладко. Не Вчера, наверное. Я вчера ходил в ужасный флешочек, который меня обтянул. Я думал, я так красиво выгляжу, что я вставил все фотографии.
как Классно аксессуар получилось. такой, да. А я так поняла, что это не по ключу. То есть это, наверное, сама Анна придумала, да? Ты думаешь, да? Я думаю, да. Вроде там такого нету. Там просто Слушай, а кисточка. посмотри, какая эта пчела классная. Вон. Где почему? Вот в серединке, посмотри, какая она четкая, клевая. Все пошли к попугаю? Попугай на Он на 32-м, только потому что я берегла свои глаза. Потому что... Пойдем. Я купила.